Добрый день, и мы, как и в прошлый раз, начнем с теории, чтобы потом туда не возвращаться. Проговорим, потом разминка, потом основная часть, ну и в конце ответы на какие-то вопросы. Сейчас переходим к нашему стенду. Значит, кто был на первом семинаре, кто был на втором семинаре, вам это будет более понятно. Кто не был, значит, есть вся информация на YouTube-канале. И по первому семинару, и по второму значен красным маркером. Кайтен, Гяку Кайтен. Я там уже не писал, потому что надо как-то сэкономить было пространство. Кайтен – это вращение, движение с поворотом. Есть японское слово, очень длинное. Кто выговорит из молодежи, тому приз. Санбакуроку даю до Кайтен. Кто может повторить? Санбакуроку даю до Кайтен. Это разворот на 360 градусов. Поэтому нету градусов, просто Кайтен – это разворот, вращение. Обобщаем в одном этом слове, чтобы это вот не выговаривать. И будет нормально. Значит, первый семинар, который у нас был, это начальный уровень обучения, начальный уровень подготовки, это движение вперед-назад. Все, что касается физических кондиций человека, пришедшего с улицы, мы его заставляем сгибать, разгибать, сгибать, разгибать в различных направлениях суставы и таким образом развиваем его физические кондиции. Ну и приучаем какой-то там терминологии, какой-то культуре поведения и так далее. Следующий уровень – это движение боком и сбоку. Уже большинство из вас на этом семинаре было. Представляете, что это и как. Уже нам на этом семинаре необходима хоть какая-то техника, то есть какое-то понимание о технике. Здесь нам понимания о технике не надо. Здесь это понимание есть у того, кто обучает. Он говорит, как куда сгибать, куда направлять усилия, и вы двигаетесь. Опять же, здесь у нас НМД – это нервно-мышечная деятельность. Никакой нервно-мышечной деятельности на вот этом этапе не предусмотрено. Это саперный принцип, бери побольше, кидай подальше, пока летит, отдыхай. Все. То есть мы ходим вперед, ходим назад, чем больше ходим, тем сильнее становятся ноги, руки и так далее. Думать особо не нужно. Нужно просто войти в некий образ системы. Дальше. На движении боком и сбоку уже нужно какое-то понимание техники. То есть вы уже понимаете, как работают суставы, как они соединяются одно движение с другим. Обязательно нужна физика, иначе вы не будете поднимать ноги на каких-то амплитудах, и, соответственно, не будете их быстро опускать и не будете быстро перемещаться. И поскольку мы работаем все-таки уже большей частью ногами, нервно-мышечная деятельность нужна. То есть мы подняли, должны встать, занять двуопорное положение и продолжить какую-то дальнейшую работу. Теперь кайтен, движение вращением вперед-назад. Нам понимание техники, безусловно, необходимо. Дальше, физика, она уже сформирована, поэтому здесь 2 плюса, а не 3. Она уже есть. Без физики мы это сделать не сможем. Нервно-мышечная деятельность становится в приоритете. При этом, если здесь не было вообще ничего, здесь только 1 плюсик, ну и там плюс-минус, то здесь 3 плюса. Мы эту тему затрагивали на тренировке в пятницу. И какое обобщение? Здесь и здесь мы развиваем мышцы сгибатели-разгибатели, и они, по большому счету, не требуют каких-то там волевых усилий, какого-то большого включения нервно-мышечной деятельности. Все, что касается вращения вперед или вращения назад, требует, говоря современным языком, некой командной строки отсюда. То есть должна быть какая-то установка, куда двигаться. И если человек ее не создает, то движение будет либо вялым, либо не будет совсем, либо он не придет в ту точку, которая обозначена заданием. Поэтому здесь нервно-мышечная деятельность имеет определяющее значение, и сюда же подпадает вариант ротационных мышц. Это косые мышцы, это то, что нас заставляет скручиваться и раскручиваться. И сразу вот я когда сегодня ехал на семинар, такое пришло мне обобщение, модели роботов, которые
делают сейчас люди, и то, что изображают потом в кино. Как двигается робот? Да? Под прямым углом. Движение, чтобы робот там взял что-то за собой, я таких роботов еще не видел. Ну, один, вот Сергей его знает, лично знаком. Ну, это, по крайней мере, на сегодняшний день какой-то эксклюзив. И обобщая вот это вот все, мы приходим еще к одному термину волевое усилие. Без волевого усилия решить вот эту задачу не получится. Почему? Это первое этапное действие, которое с точки зрения дистанции заставляет нас этим вращением входить в какую дистанцию? Все более и более короткую дистанцию мы входим, и потом из этой дистанции выходим. То есть ради этого делаются все эти вращения. Войти в короткую дистанцию на агрессивного человека очень и очень психологически сложно. Мы говорим сейчас вообще не про физику. Это вообще не касается какой-то там силовой составляющей. Это именно вот внутренняя воля пойти вперед, преодолеть себя, ну и потом, соответственно, выйти оттуда обратно живым и невредимым. Поэтому здесь у нас 3 плюса. Четвертый знак сигма – это сумма, это Греция. Кто не знает математику, мы сейчас продолжаем знакомиться. И здесь стоят знаки вопроса. К этим знакам мы вернемся после того, как посмотрим компьютер. И сразу анонсирую семинар, который будет в феврале этого года по кумите от А до Я. Значит, здесь в этой же терминологии плюсы и минусы. Техника в кумите, смотрите, что пишу, она практически не имеет значения. Диаметральная противоположность, волевое усилие. Тут уже даже не 3 плюса, тут 25 плюсов. Ну, реально их 5, но их гораздо больше. Если можно было там продолжить, так и дальше нужно было бы рисовать. То есть на этапе кумите мы сейчас говорим про спортивный подход, который трансформируется в какую-то уличную безобразную ситуацию. Так вот, в уличной безобразной ситуации вы не будете использовать всего того арсенала движений, который мы здесь разработали, прошли, опробовали на себе, на партнере. У вас этого не будет. Будет работать только волевое усилие, стремление победить. И если вы в конкретной схватке победили, то можно сказать, что не техника идеальна, а что именно здесь, именно сейчас, именно это движение позволило вам победить. Именно поэтому вы молодцы. Вы понимаете, про что я говорю? То есть идеальный бросок через бедро, он будет с хорошим захватом, с хорошей амплитудой, там бум-бум-бум. Супер, супер. Но если вы просто бросите через бедро на улице кого-то, и он после этого не сможет продолжать активных действий, значит, вы сделали бросок через бедро с точки зрения применения идеально. Если мы говорим про какой-то удар и говорим, что нам нужно включить амплитуду на 101%, чтобы движение было эффективным, то мы правильно говорим. Но когда на улице мы бьем на условных 80% амплитуды, достигаем цели, и человек после этого говорит: сдаемся, значит, наше действие суперэффективно. Поэтому здесь у нас плюс-минус. Вопрос физики. Стоит 2 плюса, точно так же, как и на вращениях. Не 3, не бам, а стоит 2. Почему? Потому что нужно правильно понимать понятие физики, и без физики волевого усилия на такую степень создать невозможно. Физика есть. Но я знаю, что у нас будут какие-то вот еще молодые люди присутствовать на
семинаре. Если бы я здесь поставил 5 по физике, то мы бы закончили там, где... Ты понял, про кого я говорю, да? В тренажерном зале развивать физику. На самом деле физика, да, она есть, но должно развиваться что-то здесь, и это здесь, и понятие физики. Понятие физики у большинства людей связано со сгибателями, разгибателями. Сгибатели, разгибатели позволяют создать внешне привлекательную фигуру. Когда у вас большие бицепсы, широчайшая мышца, хорошие бедра и так далее, и вы ходите, демонстрируя силу. Проблема почесать спину – это уже другой вопрос. Вот, для этого делают щеточки там специальные. В крайнем случае можно попросить близкого товарища, чтобы почухал там что-то. Вот. Но вопрос силы будет решен. Поэтому сила у нас имеет 2 единицы. Дальше. Нервно-мышечная деятельность. Обязательно. Обязательно в кумите она есть. Почему? Потому что это определенный момент обратных связей. Когда вас бьют, вам больно, вы реагируете каким-то образом. Когда вы бьете, вам тоже может быть больно, и вы тоже как-то реагируете на это все. И зная это, и руководствуясь нервно-мышечной деятельностью, вы уже формируете некие посылы либо на атаку, либо на защиту, предвосхищая те или иные события. Срослось? Ну и опять же возвращаемся к тому, что это вот волевые усилия, которые раскрываются не через спортивный поединок, а раскрываются через формы дзюйпон кумите. Мы вот недавно с Богданычем эту тему очень хорошо показали на моменте сближения. И к этому мы вернемся в феврале, и с этим будем совсем разбираться. Теперь, я сейчас прорисованно это скажу, а потом перейдем к ролику. Значит, движение вперед-назад, движение боком и сбоку – это сгибатели-разгибатели, уже сказали. 90% занимающихся на этой планете останавливаются в своем развитии. И я здесь вот так заштриховал другим цветом. Это люди определенного склада характера. Они хорошие люди. Все. Просто их больше не интересует этот уровень. Про этот уровень они вообще даже не задумываются. Они просто занимаются. И почему я, агитируя взрослую группу нашу по поводу семинара, сказал, что таких обобщений больше нигде никогда не было. Вот это вот соотношение, вот это и вот это, оно очень хорошо ложится на всякие философские, скажу так, изыскания. Например, Кастанеда что-то писал про точку сборки. Господин Гурджиев писал про механического человека. Так вот эти вот 2 позиции – это механический человек. Это вот тот робот, которого создали ученые, которых сейчас много. Ну вот уже есть, говорят, тот, который там скручивается, но механический человек – это вот эти 2 позиции. И люди не хотят в большинстве своем выходить за вот эту вот зону комфорта, вот этой механики, где все понятно, доступно и, самое главное, рационально. Оно поддается рациональному объяснению. Сложилось. Теперь здесь движение вращением вперед-назад и 5-7%. То есть сейчас, подожди, может быть там 5-7, то есть это такая величина, которая не прогнозируется. Просто вот на оставшиеся 2 позиции есть 10%. Это величина взята из мировой статистики от всего народонаселения Земли. Вот эти 10% это те люди, которые способны заниматься единоборствами вообще. Поэтому я взял десятку и вот так вот ее разделил. И я не анализировал тэквондо, дзюдо,
там и все остальные единоборства, я анализировал систему Шотокан. Думаю, что, скорее всего, во всех остальных системах есть похожие раскладки по подготовке людей к выведению их на какой-то пик вот этого вот понимания единоборец. И любой единоборец – это человек, который обладает способностью проявлять волевые усилия. Все. Это ключевая тема. Ключевая тема. Если он не способен проявлять волевые усилия, он никогда не будет единоборцем. Ни в каком виде, ни в какой системе этого не будет. Ну и уже в обратную сторону двигаясь, нервно-мышечная деятельность – это уже следствие волевых усилий по управлению собственным телом и тем, кто сидит внутри. Дальше двигаясь, через нервно-мышечные действия мы анализируем. Для того, чтобы поднять ногу, нам нужна определенная сила мышц спины, прямых мышц живота, ну и, собственно, мышц ноги. Какой вывод? Нужно каким-то образом начать их тренировать. Отработали некую физику и вернулись к формированию некой техники. Понимаете, как закольцована система? Да? Вот. И финишная тема – это вот то, что кумите, все, это от 3 до 5%. Теперь смотрите, что получается в обычной жизни. Все совершенно наоборот. Вот этим разделом, мы сейчас говорим про карате, вот этим разделом занимается 90% тех, кто думает, что занимается. Все скачут на спортивных соревнованиях. И мы с вами разговаривали про 5 стадий конфликта. На чем заканчивается их работа? На перехватывании инициативы, когда судья говорит «стоп» и отдает балл. «Стоп» и отдает балл. Где в этом поединке есть? Оно есть, да, но если мы говорим про нервно-мышечную деятельность, в которой человеку сделали больно, и после этого нужно что-то делать. Правило, Олимпийская хартия и олимпийское движение говорит о чем? Вид должен быть зрелищным и безопасным. А идея вот этого – это как раз-таки опасность. И никакого зрелища там нет. И техники там красивой тоже нет. В поединке. Сложилось? Какой вопрос? Вопрос как раз был по поводу того, что половина таблицы с волевым усилием, да, а вторая половина вообще и шатками валками, значит, как бы люди без воли. И без воли, и подавать своей волей направляют. Это все в рамках того, кто тебя обучает. Ты приходишь, у тебя уровень 0 техники. Что из тебя получится, ты не знаешь. Работает поговорка: куда идет ученик, знает только учитель. Куда идет учитель, не знает никто. Учитель взял и говорит: дружище, ты слаб, ты должен начать, условно, приседать и отжиматься. То есть развивать что? Мы говорили сегодня, сгибатели. Мы начинаем развивать сгибатели. Понимая, что делать сгибатели только в направлении движения плохо, хороший тренер скажет, надо еще сгибать и в обратную сторону. Поэтому мы двигаемся вперед и назад. Человек про это вообще ничего не знает. И про то, что двигаться вперед, еще кто-то знает. А о том, что назад это тоже полезно, практически никто. Достаточно как бы, даже у учеников все равно для того, чтобы заставить себя работать на физику, на повышение результата, там, 5 раз в неделю, тоже какая-то воля нужна. Родители взяли ученика, посадили в машину, привезли, открыли дверь в зал, сказали вперед, он зашел, оглянулся и понял, что волевое усилие с ремнем стоит возле дверей и решает все вопросы. Ни о каком волевом усилии здесь нет. У вас может быть свое мнение, но вот глобально в обобщении всего его там нет. Здесь можно сказать, что есть вопрос доверия. Доверие между учеником
и тем, кому он пришел заниматься. Вот если доверие есть, и он начнет по вот этой системе двигаться последовательно, то он будет очень быстро прогрессировать. Вот у нас сейчас есть группа, где с нуля человек взрослый начал заниматься, мы ничего не делаем, то есть это такой эксперимент тоже вот для меня, для клуба, все делаем строго по вот этой вот, по этому упрощению буду говорить, да, и человек за 2 месяца в технике и в физике прогрессирует семимильными шагами просто. При этом человеку там, 40 с хвостиком, и он прогрессирует, и это супер. Хотя из системы убраны всякие развивающие упражнения. То есть с детьми тренировка была бы совсем другая, потому что у ребенка вообще ничего не сформировано. Вот. Теперь с этим разобрались. Теперь самое интересное, друзья мои. Супер. Теперь цифра 1. Все видят? Мы сегодня пробовали сделать на проекторе, но не получилось. Цифра 1 обозначена таким шариком. Вот шарик подошел, его зовут Сергей, он сюда выкатился. Вот эта позиция 1, она равняется движению вперед-назад. Вот шарик откатился, видите? То есть вот я его не просил, но он нормально сейчас подыгрывает по этой теме. Пошел процесс, стрелочкой показано движение вперед-назад, и мы докатываемся до позиции 2. Движение боком и сбоку. Докатились. Ну и поскольку это движение боком и сбоку, мы покатились в сторону 3. Стрелочкой показано движение, бам. Из точки 3 возвращаемся в 1 через вращение. Понятно, да, все символами обозначено? Вот. Это мы оказались здесь. Теперь, смотрите. Это плоскостное изображение. Все говорят, в нашей культуре в славянской, Бог любит Троицу. Вот у нас 3 единицы, неудобно с экраном и с палкой. Бог любит Троицу. Вот это 3 точки у нас есть. Они закольцованы не в круг, а именно в треугольник. Потому что сам по себе треугольник и как таковая пирамида являются в мировой культуре символами стремления к знанию. Это общеупотребительный символ, который понятен во всех культурах, во всех народах нашей планеты. Теперь, находясь в этой плоскости, мы возвращаемся в точку 1 и уже имеем возможность проанализировать, что же у нас было на вот этом отрезке, что было на этом отрезке, и что нам не позволяет выполнять вращение либо с должной скоростью, либо с контролем равновесия, либо с некой амплитудой. То есть мы возвращаемся к аналитике. Что-то не получается. И начинаем вычищать то, что у нас не получается. Глобально, вот отсюда сейчас заканчивается действие тренера. То есть он в этой плоскости выводит неких занимающихся, обучаемых какой-то линии, которую эти люди должны дальше перейти и начать двигаться куда-то. И вот тут точка 4, и к ней начинает расти и формироваться что? Пирамида. Египетская она, или вот она наша, она все равно пирамида. И возникает очень интересный вопрос, сразу вот в аудиторию. Эта пирамида растет так, как здесь нарисовано, вот так вот сантиметр, снова сантиметр, снова сантиметр. А как она растет? Она растет очень прикольными, опять, сгибатели-разгибатели, опять сгибатели-разгибатели, опять какое-то это. И у нас получается так, какая-то стеночка подросла, а 2 других не достает. Мы начинаем чувствовать, что эта стеночка может завалиться, если ее чем-то не подпереть. Начинаем поднимать 2-ю стеночку, потом точно так же 3-ю стеночку. И двигаемся, бум, и приходим в точку 4. Точка 4 – это вы научились, занимающиеся научились создавать волевое усилие
в единицу времени. То есть в той или иной ситуации вы можете управлять своим телом и, самое главное, тем, кто сидит внутри. Вот это глобальная вещь. И это уже, если говорить про плоскость, это то, что мы говорили вот здесь, механический человек, то все, что касается построения пирамиды туда, это уже не механический человек. Он разный. Не все доходят до этой 4-й позиции. Не все. Но эти люди, во всяком случае, попытались оторваться от этой механичности. Попытались. И теперь самый важный вопрос. Эта картинка законченная? Еще время, еще во времени. Ну, время это ладно. А с точки зрения рисунка. Время мы здесь можем только буквой Т обозначить. А с точки зрения рисунка, чего здесь не хватает? Чего здесь не хватает? Здесь, смотрите, там стоит знак вопроса. Сумма. И здесь 5-я позиция, и я про нее спрашиваю. Так вот эта 5-я позиция, которая там, это, условно говоря, следующая пирамида. Вот так, да? Следующая пирамида туда, которая будет называться неким личным вкладом в мастерство и вашим мастерством. То есть вот только там, после 4, начнет формироваться ваш уникальный стиль борьбы. И сформировать его ни один тренер не может. Он может быть где-то рядом, быть как-то там в параллельной реальности, подсказывать, помогать, все, но после 4-й точки человек должен двигаться один, самостоятельно. И я хочу вам сказать, что на движение одному и самостоятельно, я не знаю, сколько надо вот отсюда отнять и какую написать процентную величину, сколько людей способны выйти вот на тот уровень. Не знаю. Я еще к таким обобщениям не пришел. Но то, что это обобщение туда есть, оно есть. Есть. Поэтому вот мы глобально вот это все пытаемся через свои тренировки реализовать. Теперь вы понимаете, что спортивная практика, где там люди просто прыгают и на перехвате инициативы все прекращается, не затрагивают психологию, не затрагивают волевых усилий. Не, они, конечно, есть. Для того, чтобы победить в спорте, тоже нужно проявить волю, там все, но это немножко другая ситуация, нежели то, что заложено в системе. И система не предполагает подготовку детей. Понимаете, про что я говорю? То есть ребенок, какой бы он талантливый ни был, он не в состоянии выйти в детском возрасте на вот этот 5-й уровень. И очень страшное заблуждение, что мы подготовим ребенка до 12 лет, до 10 лет, до 9 лет, обучим его всей технике, он будет прекрасно махать ногами, руками. Потом в нашей стране все любят консервацию. Мы закрываем его в некую банку и держим в этой банке, пока он не повзрослеет, пока рассол не настоится. Рассол настоялся, мы открываем крышку, оттуда вылазит уже не 10-летний, а 18-20-летний товарищ и говорит: ребята, в 10 лет я умел делать вот так и вот так. Ему говорят: покажи. И в этот грандиозный момент он начинает что-то показывать, и у него рвутся, и начинаем с самого простого. Сгибатели. Если товарищ действительно был талантлив, то на моментах скручивания у него происходит что? Смещение позвонков в позвоночном столбе, потому что корсет мышечный ослаб, происходит
Как классно все пересекается. Нервно-мышечная деятельность пересекается с медициной, с неврологией. И мы уже попадаем к доктору, который лечит нас от всяких болячек в спине и так далее. Понимаете, да, как все в этой жизни закручено. Закручено как. Есть ли вопросы по вот этой теме, по всей? Да не вопрос, а скорее получается, что мы отбор, ну, по сути, вот эти вот 10%, это вот оно либо есть, либо нет. Такая идея есть, да, но при наличии воли у человека он может воспитать в себе некие качества и оказаться в этой десятке. И спорт олимпийский говорит о том, и это на советских олимпийцах была статистика, что 70% олимпийских чемпионов Советского Союза занимались не тем видом спорта, к которому были генетически предрасположены. Потому что у них было волевое усилие. Вот, да, вот, волевое усилие было. И здесь, вот я уже эту историю рассказывал тоже, Кагава-сенсей, когда мы с ним общались, задавал вопрос, что для вас карате? И я тогда сказал, и у меня даже такой есть хэштег в Инстаграме, карате – это моя жизнь, я им живу. Он сказал, это прекрасный ответ. А для меня карате – это испытание. Испытание заключается в том, смогу ли я в каждой аудитории, в которую я вот приезжаю, завести людей, чтобы у них появилось волевое усилие идти по этому пути там куда-то далеко. Так вот, мы занимаемся, по большому счету, не отбором, это вот опять же мое такое мнение, а мы занимаемся пропагандой, можно сказать, здорового образа жизни, а с другой стороны мы занимаемся пропагандой конкретного вида деятельности, и наша задача, выступить, скажу медицинскими терминами, потому что другого не знаю, выступить неким микробом, который заразит аудиторию, в которой мы выступаем, и аудитория заболеет так же, как и мы, допустим, шотоканом, там, тайквондо, джиу-джитсу, там, еще там чем-то. И когда человек заболел вот этим вот, он начинает, что? Правильно, он начинает лечиться. Масса недолеченных потом бегает по планете, но тем не менее. Вот. Есть ли еще вопросы? Можно добавить, у меня друг есть, он, дожил до 25 лет и понял, что хочет играть на саксофоне. И стал самоучкой играть, там, таких переходах, там, вот все. А потом понял, что ему не хватает знания, уже музыкальную школу ничего не заканчивал и так далее. Сунулся в музыкальную школу, ему говорят, слушай, ты себя видел, шел он отсюда. Он такой, попробовал и пошел в консерваторию нашу здесь, в Минске. Там самый лучший профессор, который там все учит, он к нему пришел, тот говорит, слушай, вся музыкальная школа есть, он говорит, нет, шел он отсюда. Он еще раз, знаете, как в фильмах, там, еще раз, говорит, ладно, хрен с тобой. Там где-то через месяц у него, хорошо, сыграй, покажи, что умеешь. Он берет, достает инструмент, начинает играть. Профессор говорит, мне Леша рассказывает, говорит, я, говорит, играю, у него глаза вот такие. Я заканчиваю, он мне говорит, молодой человек, расскажите, вот вам тяжело играть? Там, устаете? Он говорит, устаю, говорит, я ж люблю, говорит. Он так берет у него из рук саксофон, достает штуку, что-то там переворачивает его, вставляет, говорит, а сейчас играть. Тот начинает играть, и внезапно выясняется, что усилия тут надо в 2-3 раза меньше, чем до этого.
То есть он из-за того, что он не был в музыкальной школе, он даже инструмент неправильно собрал. Из-за этого ему приходилось в 2-3 раза сильнее. И профессор говорит: знаете, молодой человек, я вас возьму. В итоге он отучился у этого профессора, 5 лет играл в этом оркестре Фингерта, ну и сейчас вот уехал в Европе, где-то в Германии, там тоже оркестр. Вот это вот волевое усилие. Так хотел. И это правда жизни. Так, если вопросов нет, мы заканчиваем с этим и переходим к тому, ради чего мы собрались.